Вы на канале Смачно. Рождественский кекс – это не просто выпечка, это десерт с необыкновенным волшебным вкусом. Традиция, которая начинается за несколько недель до праздника. Сегодня я делюсь рецептом настоящего английского рождественского кекса. Килограмм вкуснейших сухофруктов, хрустящие орехи, пряные специи и насыщенный влажный мякиш. И, конечно, волшебная пропитка, которая с каждой неделей делает кекс только лучше. Список всех ингредиентов и их вес смотрите в описании под этим видео, а я начну готовить. Смешиваю в большой емкости все сухофрукты. У меня это светлый и темный изюм, курага, цукаты из вишни, имбиря и апельсиновых корок, вяленые ананасы и клюква. Всего 1 кг сухофруктов. Это почти в 2 раза больше, чем я кладу в штолен. Кстати, о штолене. Ссылку на его рецепт я оставлю в описании под этим видео. Тоже очень вкусная рождественская выпечка. В эту смесь натираю цедру апельсина. Выдавливаю апельсиновый сок. Я его не процеживаю, пусть будет с мякотью, просто достану косточки. Сока я беру 150 мл. Добавляю еще к нему 200 мл рома. Заливаю соком и ромом сухофрукты и хорошенько перемешиваю. Переложу в емкость, чтобы плотно закрыть крышкой. Сухофрукты должны настаиваться минимум 1 сутки в прохладном месте. Можно настаивать до 5 дней. Время от времени нужно встряхивать емкость, чтобы все хорошо перемешалось. Моя смесь настаивалась 2 суток. Жаль, что видео не передает аромат, он необыкновенный. Уже представляю, как будут пахнуть кексы. Подготовлю орехи. У меня фундук, миндаль и грецкие орехи. Орехи порублю, но так, чтобы оставались крупные кусочки. Миндаль у меня обжаренный, я его не чищу, мне больше нравится в таком виде. Грецкие орехи также измельчу. Готовлю сухую смесь для кекса. К пшеничной муке добавляю миндальную муку и разрыхлитель. Соль смешиваю с пряностями и высыпаю все это в муку. Хорошенько все перемешиваю. Ванильный сахар смешиваю с обычным сахаром. В данном рецепте вместо белого сахара можно использовать коричневый по желанию. Он дает карамельный привкус. Мягкое сливочное масло взбиваю миксером до бела. При приготовлении этого кекса все продукты должны быть комнатной температуры. В 3 приема добавляю к маслу сахар, каждый раз хорошо взбивая массу. По одному вбиваю 5 яиц. Каждый раз, добавляя яйцо, взбиваю массу до полного вмешивания яйца. Осталось добавить мед. Вместо меда можно использовать кленовый сироп или патоку. Понемногу добавляю сухую смесь масляную и хорошенько вмешиваю. Миксер уже не использую. Это тесто проще и быстрее готовить, чем тесто на штолен. Для штолена мы готовим дрожжевое тесто. Смесь получается мягкой, но довольно густой. Если ваше тесто недостаточно густое, добавьте немного муки. Всыпаю в тесто орехи и вымешиваю их, чтобы они хорошо распределились. И последнее – это ароматнейшие сухофрукты. Добавляю и хорошо вмешиваю их. Моя емкость получилась с горкой, но перекладывать уже никуда не буду. Учитывайте размер емкости для удобства перемешивания и приготовления теста. У меня на канале есть много рецептов рождественской новогодней выпечки.
линцерское печенье, пряники, штолен, разнообразные десерты. Ссылки на эти рецепты я оставлю в описании под этим видео. Выбирайте, что вам больше по вкусу, и готовьте. Все очень вкусно. Выпекать кексы я буду в разных емкостях. У меня одна керамическая большая, а остальные маленькие алюминиевые. Размеры я напишу в описании под видео. Формы я смазываю растительным маслом и прокладываю пергаментом, который обильно смазываю. Тогда кексы не пристанут. Выкладываю в форму немного теста и обязательно утрамбовываю, чтобы не осталось никаких пустот. Заполняю формы примерно на 3/4 объема. Также заполняю и маленькие формы. Тесто тяжелое, мокрое, поэтому сильно в высоту оно не поднимется. Все, отправляю выпекаться в разогретую до 150 градусов Цельсия духовку. Режим верхний и нижний нагрев. Время выпечки будет разное, так как кексы сильно отличаются по размеру. Ставлю таймер пока на 1,5 часа. В итоге через час 40 минут я достаю маленькие кексы, они испеклись. Готовность я проверяю шпажкой. Она выходит сухой. Большой кекс оставляю в духовке еще минимум на 1 час, так как в середине он совсем влажный. В итоге большой кекс у меня испекся за 2 часа 45 минут. Примерно 1 час кексы остывали в форме, затем я их достаю и окончательно охлаждаю уже на решетке. Пергамент отлично снялся, ничего не прилипло. Вот такие кексы получились, равномерно испеклись со всех сторон. Готовый английский рождественский кекс обязательно пропитывают ароматным алкоголем. Для этого я прокалываю кекс шпажкой в нескольких местах и при помощи кисточки обильно смазываю ромом. Особенность рождественского кекса в том, что при созревании его нужно несколько раз пропитывать ромом. Алкоголь за время выдержки испаряется, а вот аромат остается. Конечно, можно этот шаг пропустить, каждый решает для себя. Заворачиваю каждый кекс в пергаментную бумагу, а затем в фольгу. После чего складываю в контейнеры и убираю в прохладное место на созревание. В идеале это 2-3 недели. И только после этого можно приступать к украшению. Когда приходит время праздника, разворачиваем кекс и украшаем его. Я сделаю лимонную глазурь. Готовить ее очень просто. К сахарной пудре добавляю лимонный сок и просто перемешиваю ложкой. Если глазурь сильно густая, добавляем еще немного лимонного сока. Если получилась жидкая, то добавляем сахарную пудру. Вот такая консистенция должна получиться. Глазурь стекает мягкой струйкой. Сверху я буду украшать сухофруктами и орехами, которые добавляла в кекс. Посмотрите, какая красота получилась. Но можно просто посыпать сахарной пудрой, тоже будет красиво. Момент истины. Давайте разрежем и посмотрим. Кекс получился очень ароматным и невероятно вкусным. Тесто влажное. Все как и должно быть. Секрет его вкуса – орехи, сухофрукты, время выдержки и регулярная пропитка. Готовить его совсем несложно, поэтому не теряйте время и приступайте. Пеките сейчас, кекс должен вызреть, чтобы стать идеальным украшением вашего рождественского и новогоднего праздничного стола.
Список всех ингредиентов и их вес смотрите в описании под этим видео. Из данного количества ингредиентов у меня получился один большой кекс весом 150 граммов и 4 маленьких по 400 граммов. Размеры форм смотрите в описании. Еще больше рецептов рождественской выпечки смотрите в этом плейлисте, там есть чем поживиться. Вдохновляйтесь моими идеями, не забудьте поставить лайк этому видео и подписаться на канал Смачно.